Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время поработать с русским языком. Сегодня мы с вами прочитаем маленькую часть из рассказа «Чебурашка». И мы с вами будем использовать одну технику, которая называется параллельный текст. Что это значит? С одной стороны, вы увидите текст на русском языке. С другой стороны, перевод на испанский язык. А еще вы услышите аудио к этому тексту. Эта техника очень хорошая. Она вам поможет лучше изучить русский язык. Почему? Потому что ваш мозг не будет переводить. Уже есть перевод. И ваш мозг будет ассоциировать русский текст с испанским текстом. Это очень полезное упражнение для вашего мозга. Так что давайте мы этим и займемся. Но прежде я приготовила для вас подарок. И вы можете скачать его бесплатно в описании под этим видео. Надеюсь, что вам понравится мой подарок. Ну а теперь начинаем нашу практику. Сначала мы ее сделаем вместе. Мы ее прочитаем. Я вам объясню какие-то слова, а потом послушайте эту историю еще раз, чтобы закрепить. Давайте начинать. В одном густом лесу жил очень необычный зверь. Его звали Чебурашка. Однажды он проснулся рано утром и пошел гулять. Когда он гулял, он увидел несколько ящиков с апельсинами. Чебурашка залез в один из них и начал завтракать. Посмотрите слово «зверь». Мы можем сказать «зверь» или «животное». Например, кошка – это животное или кошка – это зверь. Глаголы «просыпаться» или «проснуться». Посмотрите примеры. Обычно я просыпаюсь в 8 часов, но сегодня я проснулась в 7. Еще несколько примеров. Несколько ящиков с апельсинами. 5 тарелок с макаронами. Много чемоданов с вещами. Мы видим одинаковые конструкции. Кот залез в коробку, а потом вылез из коробки. Запоминайте глагол залезать или залезть в коробку, предлог в, и антоним вылезти из коробки или вылезать из коробки. И еще один пример. Ребенок залез на диван, а потом слез с дивана. Давайте посмотрим, какая разница между этими двумя фразами. Залезть в коробку – это значит быть внутри коробки, а залезть на диван – это значит быть на поверхности дивана, сидеть на диване. Разные предлоги.
И здесь у нас тоже разные предлоги. Он вылез из коробки, он был внутри, в коробке, поэтому он вылез из коробки. А во втором примере он сидел, он залез на диван, и он слез с дивана. Хорошо, мы продолжаем. Он так наелся, что ему стало трудно двигаться, поэтому он заснул в ящике. Чебурашка спал крепко и не слышал, как пришли рабочие и закрыли все ящики. Они отнесли ящики с апельсинами вместе с Чебурашкой на корабль и отправили в путешествие. Корабль долго куда-то плыл, и ящики оказались во фруктовом магазине в очень большом городе. Давайте посмотрим слова. Глагол «есть» – несовершенный вид, и «съесть» – совершенный вид. Спряжение глагола «я ем картошку», «ты ешь макароны», а он ест рис. А теперь еще два глагола. Можно сказать «я наелся». Глагол «наесться». Это значит, я больше не хочу есть. Я уже поел, и я больше не хочу. Я наелся. Или еще один глагол «я объелся». Женский род «я объелась». Это значит, я съел очень много, и мне нехорошо. Я объелась. Я съела так много, что мне сейчас нехорошо. Еще два глагола «относить» и «отнести». Например, ты можешь отнести этот стул на кухню. Я его уже отнес. Обратите внимание на прошедшее время глагола «отнести». Отнести он отнес, она отнесла, они отнесли. Хорошо, а теперь магазины. Посмотрите, какие виды магазинов бывают. Фруктовый магазин – там, где продают фрукты. Овощной магазин – там, где продают овощи. Мясной магазин – там, где продают мясо. В рыбном магазине продают рыбу, а в хлебном магазине продают хлеб. Продолжаем. Когда открыли ящик с Чебурашкой, апельсинов в нем почти не было. В нем был только толстый Чебурашка, который съел почти все апельсины за время путешествия. Продавцы вытащили Чебурашку из ящика и посадили на стол. Посмотрите, несколько слов. Открывать или открыть ящик. Закрывать или закрыть ящик. А еще глагол приоткрывать или приоткрыть ящик. Это значит открыть немножко. Например, приоткрой дверь. Я хочу услышать, о чем они говорят. Приоткрой дверь – это значит не полностью открой дверь, а немножко открой дверь, чтобы я смог услышать, о чем они говорят. И последний глагол – вытаскивать или вытащить. Это значит достать с усилием. Например, он вытащил
чемодан из машины. Ему было сложно достать этот чемодан из машины. Может быть, потому что чемодан был тяжелый. Он вытащил чемодан. Отлично, мы с вами прочитали эту историю, мы с вами посмотрели некоторые слова и выражения. Теперь я вам советую послушать и прочитать эту историю еще раз, чтобы закрепить все то, что мы с вами сделали. Ну а я с вами прощаюсь. Не забывайте скачивать мой подарок, который я приготовила для вас в описании под этим видео. Желаю вам замечательного дня. В одном густом лесу жил очень необычный зверь. Его звали Чебурашка. Однажды он проснулся рано утром и пошел гулять. Когда он гулял, он увидел несколько ящиков с апельсинами. Чебурашка залез в один из них и начал завтракать. Он так наелся, что ему стало трудно двигаться, поэтому он заснул в ящике. Чебурашка спал крепко и не слышал, как пришли рабочие и закрыли все ящики. Они отнесли ящики с апельсинами вместе с Чебурашкой на корабль и отправили в путешествие. Корабль долго куда-то плыл, и ящики оказались во фруктовом магазине в очень большом городе. Когда открыли ящик с Чебурашкой, апельсинов в нем почти не было. В нем был только толстый Чебурашка, который съел почти все апельсины за время путешествия. Продавцы вытащили Чебурашку из ящика и посадили на стол.